Очень странные дела. Один из самых популярных сериалов нашего времени. После выхода 4-го сезона шоу братьев Дафферов стало самым просматриваемым на Netflix, уступив лишь «Игре в кальмара». Stranger Things — это семейный фантастический хоррор, в котором главные роли играют дети? Как же так вышло? Почему сериал, на первый взгляд не очень-то оригинальный по сюжету, стал таким популярным? Может, дело в актерской игре детей, которая не уступает взрослым? Как рождается на съемочной площадке эта удивительная непосредственность? И самое главное, что нужно сделать режиссеру и остальной команде, чтобы дети в кадре смотрелись органично? Мое почтение, это канал Про Театр. И сегодня мы разберем детскую актерскую технику на примере героев сериала. И дадим конкретные советы киноделам, потому что сам я с этим сталкивался. И для более полной картины приведем еще пару примеров крутой детской актерской игры в советских фильмах. Ну что, поехали! Сделать так, чтобы ребенок играл хорошо, очень сложная задача. С одной стороны, ребенок еще не забыл, что такое игра и воображение, и с большим азартом может погрузиться в придуманный мир автора. С другой же стороны, все его существование в кадре или на сцене легко испортить. Стоит только меньше уделять ему внимания, и все, маленький человек уже опрокидывает камеру, бежит играть в Fall Guys или что они там вообще играют. А все это сюсюканье от режиссера окончательно разрывает связь с маленьким актером и превращает его в механически заведенную игрушку. Благо, в «Очень странных делах» такой проблемы не было. Первое, что сделали создатели сериала, не написали крутой сценарий, а наняли лучшего кастинг-директора Кармен Кубу. И не прогадали. Ее выбор каста настолько хорош, что может поменять характеры и даже оставить кого-то в живых. Она отсмотрела более 1000 мальчиков и девочек. Первый критерий был опыт. Если он есть, это хорошо повлияет на дисциплину. Гейтон Матерацци, Калеб Маклафлин и Сэдди Синг имели уже театральный опыт в бродвейских мюзиклах. Другие же актеры, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард и Ноа Шнап, уже играли в кино. Но важно даже не то, что кастинг-директор делал ставку на опыт. Важно, что она выбирала, исходя из их индивидуальностей. Детям ведь всегда легче играть самих себя. Например, Гейтон Матерацци, исполнитель роли Дастина, имеет очень редкую болезнь – клеидокраниальная дисплазия, которая сопровождается неправильным развитием костей и задержкой в прорезывании зубов. Эту особенность Гейтон перенес и на своего героя, а точнее на его жестикуляцию и дикцию. Дастин получился очень обаятельным и эрудированным мальчонкой, а его дружба со Стивом – это вообще одна из самых душевных линий сериала. Brilliant, too, and she doesn't even care that my real pearls are still coming in. She says kissing is better without teeth. На съемочной площадке с детьми, чтобы создать хорошую рабочую атмосферу, нужно придерживаться двух советов. Первый. Создай доверительную, дружественную обстановку. Общайся с детьми на равных, пусть понимает, что от него зависит, каким получится фильм. Говори ему, что съемки — это не только весело, но и серьезно. При этом не забывай, что любому ребенку нужны паузы, чтобы там развеяться, прогуляться, пусть для этого будет отведена отдельная комната. А что, если он хулиганит на площадке и пранкует режиссера? Такое бывает, это же дети. Для более дружеских отношений пранкани его в ответ. И посмотрим, кто кого. Про родителей, кстати, тоже нельзя забывать. Они реально могут помочь на площадке. А главное, заинтересовать их творческим процессом, чтобы они не встревали и не звали свое чадо домой. Еще лучше, когда на площадке не один, а целая команда молодых актеров, как в «Очень странных делах». Некоторые артисты еще до съемок были знакомы друг с другом благодаря бродвейскому театру. Все это еще сильнее их раскрепощает. И теперь дебоширит не один малец, а все вместе. Вместе легче превозмогать все трудности, будь это купание в соленой воде или же, когда ты снимаешься в торговом центре, в котором реально был убит человек несколько месяцев назад. Это сложно, поэтому со своими сверстниками это пережить гораздо легче. Да, про присутствие твоих сверстников на площадке – это хорошая мысль. Я вот в детстве играл в сериале «Врачебная тайна» на НТВ. Это тебе, конечно, не Netflix, не НТВ-фликс, да и роль была небольшой, но все же. Присутствие еще одного ребенка на съемках психологически сглаживало мою работу с суровыми взрослыми. Второй пункт для создания рабочей обстановки – полностью погрузить актера в обстоятельства своего сериала или фильма. Пусть они живут в 80-х не только в кадре, но и в жизни.
Это может помочь и взрослым актерам, и детям это вообще супер полезно, ведь они еще не отошли от своего игривого и беззаботного возраста. В Stranger Things создатели не разрешали на площадке актерам пользоваться своим мобильным телефоном и заставляли носить яркую, винтажную одежду из 80-х даже дома. Но дети не жаловались, вещи же смотрятся стильно, а образ Шарлиз Терон из фильма «Безумный Макс. Дорога ярости» очень брутальный. Так и сказали Милли Бобби Браун режиссеры, чтобы она побрилась на лысо. Ребенка можно убедить, опираясь на популярные образы. В 4-м сезоне, правда, это уже не прокатило, и она надела парик. Она выросла, Потому что она выросла и поняла, что с ней шутки шутят такие интересные. Одним из актерских бриллиантов сериала по праву можно считать игру Милли Бобби Браун. Она сыграла сложный образ девочки с паранормальными способностями по имени Оди, которая удивительно сочетает в себе хрупкость и наивность с безграничным могуществом. Даже когда Браун не участвовала в сцене, она все время была на площадке, впитывала обстоятельства. Сразу вспоминается Станиславский со своим «играй не только суть роли, но и суть произведения». И если ребенок настолько осознанный, что сам погружает себя в происходящее, то в итоге у вас будет такой отыгрыш. Смех, перетекающий в слезы, говорящие о боли потери близкого человека. И это она даже не читала, тот текст, который она смотрит сейчас. Просто она услышала до этого, как актер это озвучивает. И такая, срочно снимаем. Захотела поймать эту эмоцию, чтобы она была живой, чтобы она была реальной. Это респект. Еще актерская игра Милли Бобби Браун ярко проявляется в сцене с папой. По сюжету это персонаж, который насильно при рождении забрал ее в лабораторию с детьми, обладающими паранормальными способностями. Их отношения раскрываются в 4-м сезоне. Как говорил актер, исполняющий роль папы, Мэтью Мадайн в интервью, в этом сезоне были моменты, когда мы проверяли друг друга, особенно во время сцен, когда мы причиняем вред друг другу. Мы начинали со слов «Я люблю тебя». Мы подмигивали друг другу перед началом сцены, чтобы мы знали, что делаем, особенно если это было что-то болезненное. Это был способ установить связь друг с другом. То есть они напоминали друг другу об эмоциональной привязанности своих персонажей. Напоминали внутренние обстоятельства, препятствия по технике Чаба, которое не просто превращало их взаимодействие в отношения сумасшедшего ученого и ребенка-жертвы. Мэтью Мадайн также сказал, что лучший способ работать с ребенком-актером – оставить его в покое. Что он и пытался сделать с 1-го сезона. Давал пространство, поддержку и говорил с ней по-дружески об их персонажах и диалогах. Помощь уже состоявшихся взрослых актеров – еще один ключ для органичной игры детей на площадке. Игра Сэдди Синг также выше всяких похвал. Ее персонаж Макс – уверенная девчонка, которая катается на скейтборде и играет в видеоигры. И что мне нравится в ее игре, так это подвижная мимика, по которой можно понять все и без слов. Например, в этой сцене, когда Дастин просит помощи у нее, чтобы она сыграла с ними в ДНД, Сэдди саркастически играет бровями, пучит глаза, так что и без реплики понятно, что играть в настолку она не собирается. В 4-м сезоне ее героиня была чуть ли не ключевой. Сейчас немного спойлеров, предупреждаем сразу. По сюжету в конце 3-го сезона Макс потеряла своего сводного старшего брата Билли. И хоть они не ладили, да и вообще Билли был тем еще говнюком, в конце концов он героически спас свою сестру и ее друзей перед своей кончиной. И вот в сезоне 4 Макс понимает, что жизнь ее превращается в сущий кошмар. Семья без брата распалась, с парнем разошлись, и все эти события произошли за кадром. Это как в чеховских пьесах. Громкие события произошли за сценой, а на сцене герой как бы уже это пережил. Как рассказывает сама актриса в интервью, она думала в первую очередь о том, какое было состояние у героини в промежутке между 3-м и 4-м сезоном. То есть с момента смерти брата и до тех событий, которые начали происходить в последнем сезоне. И в 4-м сезоне ей удалось идеально сыграть момент депрессии и внутренних терзаний после событий за кадром, держа в голове предысторию своей героини. В результате у нее получился невероятный монолог на могиле брата, который, в том числе за счет движения бровей, не получился наигранным и смазливым, а максимально органичным.
Но не только же в США снимают хорошо и работают с детьми. Вот в СССР тоже потрясающе работали с молодыми артистами. Не хочется опять, конечно, говорить, что раньше было лучше, но реально. По сравнению с сегодняшним кинематографом в России, на ум сразу приходят фильмы «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Чучело» Ролана Быкова. И ведь они тоже создавали на площадке рабочую атмосферу. Бондарчук, например, запрещал съемочной группе называть молодого актера Павла Полунина своим именем, а только Ванюшкой. Ролан Быков же перед съемками разбирал с ребятами, которые, кстати, тогда вообще не имели никакого актерского опыта, систему Станиславского. Различие между искусством представления и искусством переживания, что такое внутренний монолог. Серьезные темы, между прочим, тоже могут заинтересовать маленьких актеров, так что берите на вооружение. А на этом все. Ждем 5-й сезон «Очень странных дел». Увы, но с учетом, как быстро растут эти актеры, мы уже не сможем о них говорить, как о детях. Но что поделать? Да и вообще, дети, взрослые, такой четкой границы в кино не должно быть, как и в любом искусстве. Как говорил писатель Януш Корчак, детей нет. Есть люди с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Надеемся, что ролик вам понравился и был в чем-то полезным. Если это так, то ставь лайк, подписывайся на канал и переходи на наш Бусти. Там тоже много полезного. Мы там стараемся, пытаемся что-то сделать. На самом деле ничего не делаем, потому что там никого нет. Если кто-то придет, то мы будем рады и будем делать контент для вас. Так что подписывайтесь, у нас много планов и много идей. Занавес!